Итак, друзья, мы приехали домой, и, собственно, сам рецепт великолепный, на мой взгляд, скумбрии. Мы хотим, посолить рыбу, но получить так называемую реплику, рыбы сагудай. Это сибирский рецепт. Еще я слышал, ее в Мурманске называют северным салом. Разделали наши рыбки, вернее, это сделали не мы, это сделал продавец, и получилось 4 вот таких вот филейки. То есть совершенно несложно это сделать дома самому. Единственный нюанс, что рыбку лучше подморозить. Значит, когда скумбрия заморожена, она прекрасно филируется и все очень легко делать. Давайте перейдем к нашей посолочной смеси. Значит, в данной ситуации мне потребуется 2 чайных ложки соли, каменная соль. 1 чайная ложка большая с горкой сахара и чайная ложка черного перца. Все это аккуратненько перемешаем. Далее по ингредиентам. Значит, у меня здесь полпучка, по-российски мягко, например, целый пучок укропа. И я хочу туда добавить 3 зубчика чеснока. Также второй ингредиент, который нам потребуется, это смесь укропа и чеснока. Я добавил туда пару столовых ложек оливкового масла, потому как масло прекрасно проводит все ароматы. И мы нанесем эту смесь на рыбу. Далее наносим смесь на рыбу. Аккуратно все намазываем. И так обрабатываем каждую филешку. Как вы видите, соль и сахар моментально впитываются в рыбу. Также для нашего рецепта нам потребуется определенное количество стрейч-пленки, потому как весь вопрос в том, чтобы нанести посолочную смесь на рыбу и после чего ее запаковать в стрейч-пленку и сделать так называемые колбаски из рыбы. Сейчас посмотрим, как это делается. Кладем филешку и наносим на нее укроп и чеснок. Кстати, именно эта комбинация делает похожим рыбу на сало. Если ее когда-то кто-то называл рыбьим салом, то вот это вот очень даже похоже на правду. Также мы поступаем со второй филешкой. Все вот аккуратненько вот так вот разносим по рыбке. Теперь что нужно, это объединить 2 кусочка. Мы делаем вот так, такую вот колбаску. Теперь выравниваем кусочек на пленке и аккуратненько ее заматываем. Плотно. Старайтесь пленку сразу обматывать с излишками, чтобы было удобно завернуть ее. Так вот плотненько. Прижимаем концы и делаем такую конфету из рыбки. Вот так вот это получается. Прям вот накатываем ее на доску. Такая вот колбаска у нас получается. Концы можно или завязать шпагатом, либо просто крепко стянуть, она не развернется, в общем-то ничего с ней не случится. Просто откладываем в сторону. Точно так же повторяем со вторым кусочком. Чесночка я порубил достаточно мало, можно было бы побольше. Вообще, чем больше зелени к этому рецепту, тем вкуснее, на мой взгляд. Но то, что есть распространение, его вполне хватит абсолютно. Он даст свой аромат, масло еще поможет ему. И также повторяем этот процесс. Складываем филешки друг на друга и плотненько их заворачиваем в пленку.
чуть подтягиваем пленочку. У меня пленка слабая, поэтому хочется ее намотать побольше. Завязываем, беремся за концы и накатываем рыбку на доску, как конфету. И вот такие вот две замечательные рыбные конфеты у нас получились. Теперь, друзья, их нужно убрать в холодильник на 12-20 часов, в зависимости от толщины рыбки, после чего эти же конфетки я перемещу в морозильник, и они должны быть заморожены. И, соответственно, кушать это сало нужно именно замороженным. Прошли сутки с момента засолки нашей скумбрии. Самое время посмотреть, что, собственно, получилось. Достану одну из колбасок, которые мы делали. Время ее развернуть и, собственно, попробовать нарезать. Как любое сало, это тоже должно резаться замороженным. Может быть, проще даже снять с нее эти шкурки, срезая. А нет, так снимается хорошо. Мы нарезали нашу рыбку, ну и самый интересный момент — это его попробовать. Маленький кусочек, вот такой на просвет. Собственно, режется так же, как сало. Очень похоже. Есть укропчик, есть чесночок. Ну, поехали. Слушайте, ребят, это потрясающе. В замороженном виде вообще это полно. Сначала ты кладешь кусочек очень холодной рыбы в рот, и потом от тепла она у тебя начинает распадаться на языке, просто таять. Это вообще офигенная закуска. Под незамерзающие напитки, я думаю, это 5 с плюсом. Вот такой замечательный рецепт у нас получился. Попробуйте и вы. Достаточно любопытная штука. Оставайтесь с нами.